Кладбище, переполненное офицерами, напоминало цветущий луг. Красные штаны и кепи, золотые галуны и пуговицы, сабли, аксельбанты штабных, нашивки егерей и гусаров пестрели среди могил, среди белых и черных крестов, которые, казались, жалобно простирали руки, железные, мраморные, деревянные руки над исчезнувшим племенем мертвецов. Хоронили жену полковника Далемузен. 2 дня тому назад она утонула во время купания. Заупокойная служба кончилась, духовенство удалилось, а полковник, поддерживаемый 2 офицерами, продолжал стоять над могилой, в глубине которой ему все еще мерещился деревянный ящик, заключавший в себе уже разлагающийся труп его молодой жены. Полковник был старик, высокий и худой, с седыми усами. 3 года назад он женился на дочери своего товарища, полковника Сорти, которая осталась сиротой после смерти отца. Капитан и лейтенант, на которых опирался их командир, напрасно пытались его увести. Глаза его были полны слез. Он мужественно сдерживал их, тихо шепча: «Погодите, погодите, еще немного». У него подкашивались ноги, но он упрямо оставался у края этой ямы, казавшейся ему бездонной пропастью, куда канули безвозвратно его сердце и жизнь, все, что было дорого ему на свете. Тут подошел генерал Армон, взял под руку полковника и почти насильно увлек его прочь, говоря: «Ну-ну, старый товарищ, уйдем отсюда». Полковник послушался и возвратился домой. Отворив дверь кабинета, он заметил у себя на письменном столе письмо. Взяв его в руки, он едва не упал от потрясения и ужаса. Он узнал почерк жены. На почтовом штемпеле значилось сегодняшнее число. Он разорвал конверт и прочел: «Отец, позвольте мне по-прежнему называть вас отцом, как в былые дни. Когда вы получите это письмо, я буду лежать под землей, мертвая. Тогда, может быть, вы сможете меня простить. Я не буду пытаться ни растрогать вас, ни смягчить свою вину. Я хочу лишь рассказать всю правду до конца, со всей искренностью, на какую способна женщина, решившаяся через час покончить с собой. Вы женились на мне из великодушия, а я пошла за вас из чувства благодарности и любила вас всем своим детским сердцем. Я любила вас, как любила папу, почти так же горячо. И однажды, когда я сидела у вас на коленях, а вы целовали меня, я невольно назвала вас отец. Это вырвалось у меня непроизвольно, внезапно,
от всего сердца. В самом деле вы были для меня отцом. Только отцом. Вы рассмеялись и сказали: «Называй меня так всегда, дитя мое, мне это нравится». Мы приехали с вами в этот город, и, простите меня, отец, я влюбилась. О, я долго боролась, почти 2 года. Да, почти 2 года, но потом уступила, изменила вам, стала погибшей женщиной, а он... Вам не угадать, кто это. Я совершенно спокойна на этот счет, ведь среди офицеров у меня было 12 поклонников, всегда окружавших меня, и вы называли их в шутку моими 12 знаками зодиака. Отец, не старайтесь найти его и не питайте к нему ненависти. Он поступил так, как всякий бы поступил на его месте. И к тому же я уверена, что он тоже любил меня всей душой. Но слушайте дальше. Однажды у нас было назначено свидание на острове Вальшнепов. Знаете, тот островок за мельницей. Я добралась туда вплавь, а он должен был ждать меня в кустарнике, а затем остаться там до вечера, чтобы его не заметили. Не успела я встретиться с ним, как вдруг ветви раздвинулись, и мы увидели Филиппа, вашего денщика, который нас выследил. Я поняла, что мы погибли, и громко вскрикнула. Тогда мой возлюбленный сказал мне: «Плывите потихоньку обратно, дорогая, и оставьте меня с этим человеком». Я поплыла в таком смятении, что едва не утонула, и вернулась домой, ожидая чего-то ужасного. Час спустя, встретив меня у входа в гостиную, Филипп шепнул мне: «Я к вашим услугам, барыня. Если у вас будет письмо для передачи...» Тогда я поняла, что он подкуплен, что мой возлюбленный договорился с ним. И действительно, я стала давать ему письма, все мои письма. Он передавал их и приносил мне ответные. Так продолжалось около 2 месяцев. Мы ему доверяли, как доверяли ему и вы. Но вот, отец, слушайте, что произошло. Однажды на том же островке, когда я заплыла на этот раз одна, я нашла вашего денщика. Человек этот ждал меня и объявил, что донесет вам обо всем и выдаст наши письма, украденные и припрятанные им, если я не уступлю его желаниям. Ах, отец, отец! Меня охватил страх. Подлый, недостойный страх, прежде всего страх перед вами, таким добрым и так низко обманутым, потом страх за моего друга, ведь вы бы убили его, а может быть из-за себя, почем я знаю, я обезумела, растерялась, я надеялась еще раз купить этого негодяя, который тоже был влюблен в меня. Какой позор! Ведь мы, женщины, так слабы. Мы теряем голову гораздо скорее, чем вы. К тому же, если раз оступишься, то
падаешь все ниже и ниже. Разве я сознавала, что делала? Я понимала только, что одному из вас двоих грозит смерть, да и мне тоже. И я отдалась этому скоту. Вы видите, отец, я не ищу оправданий. И вот случилось то, что я должна была предвидеть. Он брал меня насильно, снова и снова, когда хотел, запугивая угрозами. Он тоже был моим любовником каждый день, как и тот другой. Разве это не ужасно? Какая страшная кара, отец! Тогда я сказала себе, надо умереть. Живая, я не в силах была вам признаться в таком преступлении. Мертвая, я осмеливаюсь на все. Я не могла поступить иначе, как только умереть. Ничто не смыло бы моего позора. Я была слишком запятнана. Я не могла больше ни любить, ни быть любимой. Мне казалось, что я оскверняю всех уже тем, что подаю им руку. Сейчас я иду купаться и больше не вернусь. Это письмо, обращенное к вам, отправлено моему любовнику. Он получит его после моей смерти и, не распечатав, доставит его вам, выполняя мою последнюю волю. А вы прочтете его, возвратившись с кладбища. Прощайте, отец. Мне больше нечего вам сказать. Поступайте, как сочтете нужным. И простите меня. Полковник вытер вспотевший лоб. К нему вернулось вдруг все его хладнокровие, никогда не изменявшее ему в дни сражений. Он позвонил. Вошел слуга. «Пошлите ко мне Филиппа», — сказал он. И он выдвинул наполовину ящик письменного стола. Через минуту вошел высокий солдат с рыжими усами, отталкивающим лицом и угрюмым взглядом. Полковник взглянул на него в упор. «Назовите мне имя любовника моей жены». «Но, господин полковник!» Старик вынул из приоткрытого ящика револьвер. «Говори живо! Ты знаешь, что я не шучу!» «Слушаюсь, господин полковник! Это капитан Сент-Альбер!» Едва он произнес это имя, как пламя опалило ему глаза, и он упал навзничь с пулей во лбу. Напечатано в Жильблас 23 августа 1087 года.